Привет! Сегодня я буду строить модель вот такого вот брутального автомобиля. Это Урал в военном 35-м масштабе и модель от фирмы «Звезда». Смотрите это видео до конца, чтобы увидеть результат моей работы. А на этот раз я не стала наносить на него никакие буквы и боюсь я YouTube в этот раз. Вы на канале Dasha Models, и тут я строю модели. Это относительно новая модель от фирмы «Звезда», и поэтому сборка не вызвала особых проблем. Сборка заняла у меня примерно 4 вечера. А собирать Урал было намного проще, чем модель КамАЗа Мустанга в том же 35-м масштабе от фирмы «Звезда». Видимо, сам прототип несколько проще своего коллеги с берегов Камы. Начала я окраску модели не с грунтовки, а сразу с нанесения основного цвета. И для рамы это будет черный. Я использую краски от фирмы Gemscale, и они неплохо взаимодействуют с пластиком и отлично прилипают к нему даже без грунта. Но модели от АВД я все-таки рекомендую грунтовать, они все-таки из металла. А также черным цветом я сделаю предварительное затенение на кузове и кабине. Тут черная краска выполняет две цели. Первая — это, собственно, сами затенения, а вторая — это квазигрунт. То есть предварительно нанесенная черная краска будет способствовать более простой окраске модели. Настало время нанести базовую краску. Урал у меня военный, и он должен быть зеленым, логично, и я наношу защитный цвет красками от Gemscale. Этот оттенок мне нравится, и я его уже использовала при работе над моделью грузовика КРАС пару видео назад. И да, вы можете видеть мажорный красный аэрограф, и он так себе, кроме цвета у него ничего хорошего нет. И да, сопло у него резьбовое, что мне не нравится. И чтобы его прочистить, мне под рукой нужен специальный ключ, и им нужно очень аккуратно его выкручивать, чтобы не сломать эту самую резьбу. А сейчас я вам хочу рассказать и показать краткую историю модельного ряда вездеходных автомобилей Урал. Полноприводным первенцем завода стал Урал-375. Это был прорыв для своего времени, но с очень прожорливым двигателем. У меня есть две модели этого автомобиля в 72-м масштабе. Это обычный бортовой грузовик и установка BM21 Град. И обе модели были от фирмы ICM, и работа над ними была еще тем приключением. Вообще, сами по себе модели немножко отдаленно напоминают прототип. Но я их построила чисто для получения дополнительного опыта в окраске, ну и в принципе образ узнаваем. Вообще тема 375-го семейства Уралов еще не полностью раскрыта. Тут есть над чем поработать. Например, еще в конце прошлого года у АВД вышло несколько разновидностей Уралов в 43-м масштабе. А один из них я превратила в фантастический шагоход, и за базу я взяла двухосную версию Урала 4320. Это уже следующее семейство вездеходов из МИАСа. А семейство 4320 можно условно поделить на два поколения. Первое, его можно отличить по короткой мордочке и с двигателем КамАЗ 740. Но из-за пожара в двигательном цеху завода КамАЗ пришлось ставить двигатели другой марки, ЯМЗ, из-за чего пришлось удлинить немножко мордочку и вынести воздушный фильтр на крыло. Собственно, это выглядит так, как вот на этой модели сидельного полноприводного тягача на базе Урала. Так что обратите внимание на удлиненную мордочку и характерный воздушный фильтр. Кстати, жалко, что у этой модели нет достойного полуприцепа. А Урал, который прямо сейчас я строю, как раз относится к позднему подвиду Уралов. Надеюсь, после моего рассказа вы стали лучше ориентироваться в автомобилях семейства Урал и можете легко отличить грузовики раннего и позднего поколения. А купить разнообразные модели Уралов можно в магазине «Модельная лавка». Там вы найдете Уралы и в 35-м масштабе от фирмы «Звезда», и в 43-м от АВД, и даже в 72-м от других производителей. А воспользовавшись этим промокодом, у вас будет скидка в 500 рублей на первый заказ. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. А после того, как все основные работы с аэрографом закончены, я начинаю ручные работы. Мне надо окрасить двигатель в стальной цвет и глушитель в алюминиевый. Выполняю работы я тоже красками от Gemscale, и у них появились новые металлики, которые отлично подходят для окраски кистью и аэрографом. Это, по-моему, самые лучшие металлики, которые я пробовала за последнее время. И также я не забуду про радиатор, ведь он будет отлично виден за большими щелями в передней облицовке. И главное это делать с максимально серьезным лицом. И также окрашиванию подвергнется глушитель, и я его тоже окрашу металликом от Gemscale. И теперь мне нужно заняться кабиной. Я покрашу кресло в черный дерматин. И теперь самое интересное, мне нужно окрасить логотипы завода Урал в черный цвет. Они отлиты одной деталью с капотом, так что тут без кисточки не обойтись. И я все никак не пойму, что обозначает этот символ. Если вы знаете, что зашифровано в логотипе, то напишите об этом в комментариях. Также окрашу подножку в черный цвет. Теперь мне нужно разнообразить цвет черной рамы. И один из основных приемов работы с черным цветом – это высветление. То есть я методом сухая кисть белой масляной краской выделю рельеф рамы
системы, а он у модели очень развит, так что есть тут что выделить. Но после того, как мы разобрались в семействах уральских грузовиков, я вам хочу поведать о перспективах внедорожного автомобилестроения из МИАСа. Семейством 4320 Уралы не прекратили своего развития, а даже наоборот. Несколько лет назад появилось семейство Next с новой и более удобной кабиной, но Министерство обороны Российской Федерации настаивает на продолжении закупок старых версий Уралов. Видимо, военных смущает большое количество импортных компонентов в поколении Next. Но уральские автостроители предлагают новое семейство вездеходов – Торнадо. И Торнадо обладают большей грузоподъемностью, нежели Уралы. Семейство 4320. Их иногда даже называют заменой КРАЗов. А, кстати, такие грузовики можно было увидеть на выставке форума Армии 2022, где я сделала несколько кадров. Я совсем забыла поработать над тентом, и это надо исправить, его я тоже окрашу без грунта. Но как и с деталями рамы и кузова, грунтом тут послужит черный цвет, который будет играть роль затемнения. Вначале я пройдусь черной краской по тем местам, которые, как мне кажется, должны быть наиболее темными. Потом я покрою модель тента брезентовым цветом, и после окраски всего тента добавлю в базу немножко белого цвета, и таким светлым оттенком я пройдусь по верхней части тента. И время запылить покрышки. Я планирую сделать Урал участвующим в некотором конфликте. И для этих целей мне потребуется пигмент. Я его втираю в углубление протектора и пальцем вытираю излишки. И таким образом получается вполне натуральный эффект. Так бывает и в жизни. Грязь застревает в углублениях, а с поверхности она слетает. Я покрою модель глянцевым лаком, и теперь я могу применить прием проливка. То есть жидкую масляную краску я проливаю в углубление модели, и таким образом эффективно выделяется рельеф. Я убираю излишки несколькими способами. Первый – это слегка смоченная в White Spirit кисточка, а второй – это смоченная в том же White Spirit ватная палочка. Только учтите, что она может оставлять на модели волоски. Ну а третий способ я использую прямо сейчас. Это смоченная в White Spirit тряпочка. И этот способ мне показался самым эффективным, ведь он не вымывает смывку из углов модели, и тени остаются там, где им надо быть. А у меня будет Урал-работяга, а это значит, что на нем надо оставить следы погоды. И сделаю я это при помощи моего излюбленного способа – масляные точки. Я хаотично наношу их масляными красками разных цветов, но некоторые системы в их нанесении все-таки есть. Я на верхней поверхности наношу более светлые оттенки, а на нижней – более темные. Удаляю излишки кисточкой, слегка смоченной в White Spirit. Также я рекомендую подписаться на мои другие социальные сети, например, на Дзен-канал. Там регулярно выходят мои статьи о моделизме и истории техники. В группе ВК проходят жаркие споры о моделизме и околомоделизме. Рутюб – моя запасная площадка. Там вы можете найти мои архивные видео. А чтобы не запутаться во всем моем контенте, подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылочки будут обязательно в описании к видео. А приемом сухая кисть я придам кузову и кабине большего объема. Сухая кисть как бы задевает грани рельефа, делая их более яркими, и таким образом четче выделяет рельеф. А для завершения образа страшной боевой машины я загрязню ходовую часть Урала. И для этого я использую тот же пигмент. Поскольку поверхность матовая, то я могу смело его втирать в поверхность модели и не использовать закрепители. Кисточкой я прокрашу уплотнители стекол. Кстати, на моделях от АВД из-за более развитого рельефа уплотнителей делать это намного приятней и удобней. Я сделаю фары яркими. Я окрашу отражатели маркером цвета Chrome от Gemscale. Не забуду про фару-искатель. И красками по стеклу я прокрашу огни автопоезда, поворотники и задние габаритные огни. И вот такой харизматичный, грозный и немножко страшный грузовичок у меня получился. И я очень довольна результатом своей работы. И я надеюсь, что вы тоже что-нибудь новенькое для себя почерпнули в этом видео. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.